Привет самым маленьким любителям кайтинга, потому что сегодня мы тестируем достаточно большие размеры кайтов. По просьбам трудящихся у нас будет 13-й драйв. Да, можно показать. Мы туда не пойдем сегодня. Кстати, да, я буду орать. Микрофон я забыл, поэтому будем записывать в ветровой тени все на микрофон айфона. 13-й драйв тестовый. Опять же, повторюсь, тесты будут везде, куда мы доберемся. И у нас сегодня special guest — это Дима Рудь. Да-да-да, можно показать. Привет. Привет. И он привез, так получилось, он приехал буквально на один день. Вон там серая тренажка D-Lab первого поколения. Мы покажем вторым кадром, что там внутри. В общем, я, грубо говоря, там за минуту до этого видео посмотрел растроповку. Я не катался на этом тренажке D-Lab, я катался на 13-м SLE, 13-м D-Lab EVO, потому что сейчас в линейке уже, заходи в кадр вместе с тобой, чем-то расскажем. Сейчас уже нету у Дуатона тренажки Джуса. Нету тренажки Нету, Джуса. есть тут теперь SLS тренажка и D-Lab, соответственно. У нас нету этих кайтов, но у нас есть тренажка обычная, мы ее тоже чуть позже, если нужно, воткнем для сравнения, а вдруг Дакрон всех победит, кто его знает. Но есть 14-й джуз, это самый минимальный джуз прошлого года, нового у нас еще нету, но он тоже нульцевый. Все кайты будут на 24-х стропах и с родными планками. Это будут растбары в случае Дуатона и Харлем Лид в случае, собственно, самого этого драйва. И мы посмотрели растроповку просто ради интереса, хоть что-то, какое-то отличие, может быть, есть. Нет. Ральф сделал, как была растроповка, 7 точек, и одинаково там выходит 3-2-2 от центра к уху. Также и вот мы убедились, то же самое на драйве. И форма какая-то очень похожа. Ну, само собой, да. У нас этот Evo Shape вот этот вот. Я предлагаю их потом рядом положить. Можем. И прям сравнить. Можем друг в друга. Да, их друг в воткнуть. друга. Да, без, да, да. без строп, да. Да, когда все откатаем. Мы сейчас пойдем, у нас все-таки видео про 13-й драйв, без спойлеров пока что. Я уже катался на нем один раз, был под неким впечатлением. Хочу сравнить, и хотим мы сравнить теперь с остальными ближайшими кайтами. Все практически одной формы, одного дизайнера, разных материалов, немножко разных годов, но тем не менее очень comparable между собой. Мне кажется, что и Evo 13 тоже очень похож с Джусом. Вообще и по форме, по шейпу тоже можно будет его туда же прям в третьем, да, ложить. Можно. Ну и интересно будет их в небе посмотреть. Все, делаем. Тогда go Погнали. катать. Да, еще у нас будет Вероника, но она, как всегда, у нас опаздывает. И если соберется одеться, то пойдет катнуть с нами вместе. Мы откатали в сумме, наверное, чистыми минут по 15 было. Я засекал время. Сейчас 50 минут с момента включения таймера. И где-то, 15-20 минут было на... Кстати, видишь, из-за того, что далеко, микрофон может быть, нет? Ну ладно, надеюсь, нас слышно. Давайте... И ветер раздул, то есть мы катали дуло сначала размер, согласен? Да. Прям в размер дуло, то есть не было передоза, это не был Light Wind тест, это вообще не Light Wind тест. У нас Light Wind будет пятнашки тест. Здесь тест как бы на прыжки, типа вот, что можно потренить на тренажке Juice D-Lab 13 и Drive 13. Потом раздуло, и мы вышли. То есть мы другие экземпляры кайтов, которые мы планировали потестить, тестить не будем, потому что уже много. Мы сейчас перейдем, скорее всего, на тест 11-х, если все получится. И расскажем только об этих двух. Сначала Дима катался на Джусе, потом на Траве. Соответственно, я сначала катался на Траве, потом на Джусе. Дима начнет первый, чтобы я, опять же, не заспойлерил ничего. Давай, можешь сразу сравнивать, можешь один другой. Во-первых, кайты похожи очень. Мы сейчас сравнили, хочу сказать, форму. Ставим Там, сейчас шейпы, как проход перейдет. Да. Первое, что сразу бросается в глаза, более мягкий кайт. Какой? Драйв. Я знаю. За счет, да, правильно. да, за счет материала. Он прям планочку Играет, тянешь, он да. играет, да, любые движения, перекос планки, он сильно перекос. Это очень ощущается. Скорость.
И я, можно, Давай, в давай, своем всё, режиме. всё, всё, давай, Да, давай. вот это первое, что Давай. бросилось в глаза прям сразу, потому что очень удобно, когда ты один кайт посадил, второй взял, и сразу Да. чувствуешь разницу. Да, только так можно тестировать, я считаю. Дальше. Из-за этого, там вот это уже ведет дальше, из-за этого такое ощущение, что у него есть задержка на переход план. Не кайт медленный, а то есть он... Из-за того, что игра Ты, идет, да, вот сначала идет игра, а потом короче, некий люфт, ну логично, он Да, закручивается, а потом да, ускоряется. Допустим. у Хорошо. Джуса по-другому это немножко выглядит. Ты чуть потянул, и он сразу побежал. То есть его не перекосило, он сразу развернулся и пошел в другую сторону. Пока ты говоришь о материалах, да, жесткость купола, физика. Да. Да. Что еще? По куполу, да, по куполу. По скорости движения его в окне. Ну просто вот лево-право, меня Но сразу... вот если мы задержку, которую мы скидываем сейчас Которую ты на более почувствовал, мягкий да. материал, да, убираем, то дальше после этой задержки он быстро достаточно летит и двигается по окну. Мгм. По тяге не могу сравнивать, потому что ветер менялся. Мы Мгм. когда выходили, ну прям в размер дула, да, плотненько, хорошо, потом добавила, можно было даже пример чуть подтянуть, я Мгм. там на сантиметр где-то подтягивал, было уже тяжело до фанки дотянуться. Поэтому здесь я не готов сравнивать, боюсь ошибиться, потому что если были одинаковые условия, наверное, можно было бы сказать. Еще ощущение от планки приятное. Я планку второй раз в руках держу. Харлемовскую, да. Первый раз это было во Вьетнаме, в Фанранге. Сколько тогда узлов было? На шестерке мы катались. Ну, 40, наверное, плюс. И тогда я ее держал в руках, на ней был привязан 6-й водила. Ощущения были очень тогда интересные. Я вот хочу попробовать эту планку в сильный ветер. И сейчас я ее снова взял в руки и прям вспомнил те ощущения. Кайт, конечно, другой, условия другие. Но Фантомные боли от фанранга пошли. да. Но планка в целом очень приятно в руках лежит. И, то есть, я бы такую планку себе купил. Мгм. Точно, абсолютно. Давай вернемся к кайтам. Давай вернемся к кайтам. Какие у Я тебя теперь. вопросы? Значит, я Я теперь... пока, наверное, вот первое впечатление. Хочешь меня послушать? Да, да. Хорошо, у меня... А дальше согласиться. Да, я катался на тренажке на этой один раз до этого момента. Это был второй раз. То есть я уже у меня были уже ожидания определенные. Мгм. То есть я уже знал, что будет. Но первый раз, когда я взял, честно, я вот спойлерил в других видео, что тренажка. Я катаюсь на 11-м драйве, он для меня быстрый слишком. По сравнению с моим SLS, который у меня был, где все было понятно, он медленнее и так далее. Здесь как будто бы мои тренировки должны проходить на 13-м кайте. Ну или типа на 12-м, потому что Хочешь помедленнее? да, я не могу привыкнуть все еще к быстрому этому Быстрый. кайту. Очень быстрый кайт. Не могу. Вот полгода катаюсь, не могу. А покупать себе, знаешь, как C-тип 7, 9, 10, 11, 12, чтобы под каждый ветер тебе было там, конечно, не хочется. То есть хотелось бы два кайта, 3 максимум, чтобы они закрывали тебе вот все. Это извечный вопрос. Да. Ну, я вроде бы с этим справился вопросом, когда была линейка 8.11, сейчас на травах совершенно другая линейка должна быть. И тренажка там имеет место быть. Но я себе его не куплю, потому что я не буду его возить с собой только. Не потому что я не могу, или потому что не хочу возить столько кайтов. Если школа, например, да, и у нас в школе он есть, тогда классно. Взял, покатал, тра-та-та. То есть ты сейчас опять к 2 кайтам стремишься, к 2 пополам. Ну, 3, потому что 7, Всё-таки 8 3. и 11 это... 7, Потому что 7 это ПВВ, Мгм. 8 это тренировки лупов, а остальное все это какой-то 11, 12, 13, Мгм. 10 у кого-то, кстати, это самый большой Мгм. кайт. Такой бывает. Так вот, возвращаясь к скорости, я почему хотел услышать от тебя. Да. Для меня намного драйв быстрее. Просто намного. И на планке, вот он потяжелее, там планка нагруженнее. Она такая, кажется, более тяжеловатая на драйве. Когда я взял, ну это по моим Мгм, ощущениям, мгм. когда я беру любые 2 тонна от SLS, начиная, скорее всего, до Делаба, то есть не обычный докрон, а где-то облегченный, Да. у меня планка, я сразу чувствую, это я говорю, где crispy feeling, Мгм. такое, она прям такая, из будущего немножко, такая она вся вот, легкая, при том, что кайт, когда я поворачиваю, я такой, так,
Ну-ка, ну-ка, давай. А он не поворачивается. Планка сама по себе, как бы она легкая, кайт сам висит, то есть он не нагружает мне планку. Мгм. А Ну, вот чтобы развернуть его, надо приложить. надо приложить усилия. На драйве же планка, наоборот, более такая для меня прогруженная, но чтобы им повернуть, ты просто чик мизинчиком там вот в этой... И он сразу полетел. В этом плане и прыжки. Вот мы катались, когда чуть подраздувало, я захожу на... Понятно, что это не мои размеры, в целом под мой вес 67, это перебор для меня, такие кайты, и я все равно улетаю вперед. На видео, наверное, будет видно, я не вверх вылетаю часто, Мгм. я проскальзываю, особенно у нас не идеальное отталкивание здесь, понятно, там какой-то чоп, потому что мы все равно по диагонали там ездим, да, я еще влево прыгаю, у тебя тут вправо поинтереснее расклады там есть. Мелко. Ну, Стрёмно было. Ну, я тоже прыгать, вправо да, прыгал, но у меня вправо вот здесь всегда более вертикальный вылет, влево типа вперед немножко. Но сути не меняет. Я на обоих кайтах лечу больше вперед, но из-за того, что драйв разворачивается быстрее, он вот многие, кто катал, замечали, что при переводе кайта в 12 он не стаскивает. То есть ты в оперел настолько быстро улетает, опа, отталкивание, ты полетел. Мгм. А на Делабе я заметил, что я его начинаю переводить, и все, за ним паровозить начало. Вот этот момент тоже есть. По Мгм. поводу высоты прыжков, ну, я, честно говоря, прыгал, при том, что раздул на Делабе, когда я был, я прыгал выше на драйве. Ну Может да. быть, это рандом, Мгм. там 6,9 у меня, да, вот по серферу. Может быть, нет. Видел твои прыжки высокие на драйве тоже Мгм. в конце, ну, Да. понятно, там дул уже сильнее. Да. Как бы какой-то топ-энд мерить у тренажек, ну, дело, конечно, неблагодарное. На больших размерах быстро передоз наступает, это не маленькие размеры, там как-то вот так вот. Ну, я позволю, что Да. соглашусь сходу, потому что пока тема Да, свежа. Столкнуться было легче. На драйве? Да. Ну вот, Да. об этом. Но я не могу связать это с более его быстрым переводом. Хорошо. Пока не понимаю, почему. Не важно. Но Это толкнуться- факт хотя остается дуло фактом. сильнее Да. уже на траве. И мне кажется, на траве я в целом выше спрыгнул. Но я Да, без часов, датчик. да, не могу сказать. По ощущениям, пару прыжков высоких было. Было. Ну, на видео там можно Мы видим, еще да. сравнить. Вот. В целом, ну, у меня положительное впечатление о кайте. Интересный, шустрый. Конечно, он не медленный ни разу. Где ты наш? К нему, и, наверное, вот если бы я... Для меня 13 размер вообще рабочий размер. Я люблю именно 13. Двенашка мне как бы... У меня так сложилось, что у меня там вот Линейка. 8, там 10, да. Ну и как-то к этим цифрам. И 13 следующий после 10. Потому что двенашку... Так как я избавился от больших размеров, от совсем больших, от 15, и, там, 17, тем более, когда это 17 у меня была, Да. перестали на них катать, и 13 оставили самым большим размером. Он вроде как вытяговитель двенашки, спасает лайтвет. Поэтому для меня этот размер рабочий. Я думаю, что у этих кайтов вообще, ну, джуз, к сожалению, перестали делать в 13 размере. Да, Мы об этом сказали, сейчас там Эва. Эва. Ну, Хорошо, Эва. Для меня это тоже почти одинаковые кайты. Да. Для меня это рабочий размер. Я думаю, драйв для многих тоже в 13 размере будет интересен. Очень многие спрашивают, поэтому этот тестер вот, просят, мы сейчас его как можно скорее выложим, там, ну, по мере там, контента какого-то выпускающегося. И тоже, пока не забыл, прыжки там, в плане высоты и хэнгтайма и так далее. Значит, и слайды, вот моя болезнь вот этими травами слайды, которые я не могу никак. Кстати, об этом сейчас тоже поговорим, ты делал слайды много, Да. я видел. Я хочу от тебя тоже. Давай сейчас с них и начнем, Мгм. кстати, со слайдов. Что-то прям болезненная тема. Я там в прошлом видео, ну, короче, когда мы Pace тестили, я вышел на EVSLS, и начались все слайды у меня длинные, хорошие. И в конце, что самое главное, есть еще выход луп, не такой условно бутафорский, как у драйва, потому что, ну, вот если ты маленький попробуешь, ты поймешь, он крутится без тяги довольно. И этот луп без тяги не вытаскивает тебя, не подбрасывает тебя после слайда, понимаешь, да? То есть чуть... Я тебя понимаю, да. Но сегодня у меня вот со слайдами и лупами была такая история, что дуло хорошо, размер большой, держит долго. Слайд делал максимально длинный, насколько это было возможно. И там уже любой кайт, вот там в краю окна делал такой луп, там еле-еле, ну, пару раз там подкинуло. Понятно. В целом, то есть, хотел их посладить, а не сделать какой-то изящный выход на лупе. А я именно поэтому, это моя лакмусовая бумажка такая, очень важная для Чтобы меня. жестко Не жестко, закончить. чтобы... Все, подождите, у нас это контент не для детей.
мы можем лупануть в одном и том же месте драйвом и условным делабом Да. каким-нибудь, и будет разный выход. Будет. То есть я могу и делабом очень поздно прокрутить, чтобы Мгм. он меня просто поставил на доску. Ноги подогнул, вышел Да. из слайда. А тут я специально в одинаковых точках крутил, тоже видео вставится, надеюсь, это было снято, чтобы в блайнд условно перепрыгнуть. Я видел. Да. Да. Из драйва я хрен так сделаю, сложнее. Мгм. А нужно раньше крутить, соответственно, слайд короче будет. А на делабе я могу сделать и длинный слайд, и выход в блайнд или в какие-то еще моменты. И заход на, что важно, там, хенд-драги и дарк-слайды. Сам заход, когда ты вот чуть выезжаешь на ветер Мгм. зарезочкой, чтобы отъехать от кайта и поймать себя Да. уже кайтом, переводом. И вот, чтобы это сделать на драйве, это нужно... Короче, я постоянно куда-то... У меня кайт не держит. То есть я захожу, и я уже жопой в воде. Мгм. На всех SLS-ах, делабах нет такой проблемы. На рече тоже, вот мы сейчас сегодня будем тестить, может быть, я все тоже попробую. Харлеми есть. У меня есть. Я говорю, что у меня есть. Да, да. Я делаю это на всех кайтах, кроме драйв. Не могу. То есть, Мгм. и другой момент, про слайды закончил, ты сказал вроде свое мнение. Ну, у меня в целом по слайдам не было такого ощущения, что... У тебя нет таких заморочек, как у меня. просто, Нет, у наверное. меня, мне кажется, мы, конечно, на видео посмотрим, что слайды на траве были хорошими. Ну, Хорошими, да, Окей. не хуже, чем на Делабе. Опять же, может быть, раздуло добавило. Но в целом у меня прям не было такого ощущения, что все, там, ой, я упал и куда-нибудь. У меня, в общем, есть конкретное понимание, там, это я различаю их, это мое личное, не знаю, ну вот так повелось. Мгм. И про вращение с бурдофами, то, что я как бы... Для чего тренажка это нужна, по сути? Вращение с бурдов. Это то, что я не умею. Это то, что тренажка тебе даст. Вот, например, я бы тренил именно... Раньше я на 11-м СЛС это все делал, потом на 11-м драйве пытался, что-то получалось, что-то нет, улетал, я из-за этого там ребро поломал, потому что, он все время у меня крутился и меня вытягивал куда-то. Потом я расслабил трапецию, теперь я не поломаю ребро, надеюсь. И на тренажке это делать уже комфортно. То есть я там снимаю доску, допустим, кручу в руке, понимаю, что куда-то я воткнулся, не докрутил, а у меня все еще держит кайт, хэнгтайма больше, успеваешь все сделать. И про вращение. На траве я проделывал 2 вращения с бурдофами, фронт и бэк, и заходил на 3 уже. Потому что он такой, давай, можно 3 сделать, хэнгтайм есть. На джусе 2, для меня в тот момент, он был предельный. То есть как будто бы на траве у меня даже хэнгтайма было не то чтобы больше, но я мог сделать 3 вращения как-то. Вот он меня провоцировал на это. Как будто бы высоты было больше. Хэнгтайм как будто одинаковый. Но высоты он давал мне больше. Возможно, как раз из-за моего вертикального вылета, кстати. То, что перевод не стаскивает, возможно, из-за этого. Но это вот мои такие вот ощущения от всей этой нашей поездки. Ну, как будто бы под ним висеть, вот когда ты не ведешь его, а он зенитит, да, зенитит был, когда самым сюда. Тут же я знаю. Я Например. доской занимаюсь. Как будто бы он там ровно достаточно держит, и нет такого провала, там, если ты его не ведешь. Это было. Потому что я прыгал бэкролл, тоже посмотрим, такой на левом галсе бэкролл, высокий, относительно для меня высокий. И на драйве мне хотелось не то, чтобы второй бэкролл сделать, ну а по крайней мере докрутить еще и уехать в тусайд. Или, и тут еще, кстати, с лупом, с менее агрессивным лупом это связано, и были бэкроллы на левом галсе с транзишн, с лупом. То есть вылет, прокрутился, еще висишь, еще высоты много хватает, и делаешь луп, и уезжаешь в транзишн. Ну, было прикольно. Но есть такое, что драйв провоцирует лишний раз лопануть все какие-то прыжки, чтобы с хеликом каким-то или просто долупить кайт, потому что он быстро уходит в вращение. По хеликам, я, возможно, прикатан к джусу к своему. Просто простые прыжки вверх с транзишном и с хели-лупом. На делэбе у меня получались лучше сегодня. Ну, наверное. Вот здесь, вот в момент перевода его на... прикатка была, скорее всего, потому что у меня там хэнгтайм был повыше, побольше, и я там поувереннее себя немножко чувствовал. Опять же, я первый раз на праве катался. В этом и тест, да. У нас, видишь, тесты, да, такие краткосрочные.
но тем не менее интересно первое впечатление. Нужно ли привыкать? Обычно не нужно привыкать. Но если вот человек не замороченный, там, типа меня, знаешь, которому нужно, чтобы кайт там не такой быстрый был, и чтобы я там смог это, и слайды, чтобы были длинные, то, как правило, все говорят, что типа, да нет, все четко, быстро, понятно. Ну, в эту тему скажу, я много тестирую тоже оборудование, ты об этом знаешь. А я Катаюсь тестирую, на чем я получается. тестирую иногда Димина оборудование. Вот Treble Delap в Фанранге был его. Спасибо тебе за это. И мы ждем, когда ты купишь новый кайт, чтобы тестировать вот этого бренда. Не будем вслух, да? Было 3 раза назовем, сразу появится новый Delap. Это фишка такая? Но Beetlejuice такой прикол есть. Хорошо. Загуглишь. Платон. Давай раз. Не надо потом, сейчас без камер. Я много тестирую, ну реально стараюсь, когда есть возможность новый какой-то кайт посмотреть, попробовать, очень всегда интересно, никогда не отказываю себе в такой возможности. К драйву не надо привыкать. Я тоже думал, сейчас так, надо как-то аккуратно, я вышел такой, так, раз, что-то там попробовал, уехал туда, думаю, сейчас пару своих прыжков сделал. Ну, все понятно. Ну вот первые ощущения не сразу ясны, какого-то привыкания не требуют. Если бы я не был настолько привыкшим к жесткой алуле, я бы, наверное, вообще, ну, то есть ничего вообще не ощутил, никаких-то негативных моментов, потому что, ну, кайт рулится, выпуливает, высоко я на нем достаточно прыгал. Поддержка, не могу сказать, что слабая поддержка, нет, не было В таком такого размере ощущения. норм, да. В таком Да. размере в тренажке вот норм. Я катал на 8, ну вот мой кайт. Там я привыкал, что я вниз лечу постоянно, без, ну, по сравнению с Делапом, что он просто, ну, у тебя тоже 8 Делап есть, когда ты прыгаешь, там, сильный ветер, может, даже хелик не делал, просто бах, он тебя останавливает из-за жесткости купола, не знаю, ну, волшебное, многие знают об этом. И с драйвом я говорил много раз, такого нет, там надо, Прокатывает, да? там надо крутить, и причем вот так вот, Мгм. чтобы просто он по адскому радиусу крутился, чтобы он тебя держал. Ну, он требует вот манипуляций. В воздухе это вообще все подтверждают. Я посмотрел и всяких разных иностранных товарищей за это время. Все одно и то же говорят, ну, значит, все-таки это не привиделось. И ценники. Мы поставим, сколько стоит Juice Delap, как бы, который уже современный, да, мы тестируем старый, но они, скорее всего, там, плюс-минус одно и то же. Сколько стоит Trife в этом размере. И тут сюда еще воткнем какой-нибудь Evo SLS, наверное, хотя мы его не тестировали, не будем втыкать. Вот два этих. Лоб. Да, вот, пожалуйста, разница в цене будет. Ну, Ладно, а какие плюсы у Джуса относительно драйва? Ты для себя нашел их? Честно говоря, хороший вопрос. Да. Спасибо. Плюсы, ну, смотри, если бы это были сравнения каких-нибудь 11 кайтов, я для себя 100% нашел бы плюсом то, что он медленный. В случае с тренажками, мне тренажка Trife нравится больше, ее скорость, именно увеличенная скорость в этом размере, то есть то, что он быстрый, здесь плюс. Именно для тренажки. Я поэтому удивился, что, тренажка, мне на ней комфортно тренить вращение. Я хочу на ней заходить на 3, мне понятно, когда, там, где кайф, где его подтянуть. То есть мне на нем тренироваться было бы объективно, ну, субъективно, окей, на мое, комфортнее. Но если бы брать меньший размер, я бы выбрал Делап. 11 и, возможно, меньше, там, ну, в зависимости от задач, чтобы помедленнее кайф был. Ну, тут и цена, и, как бы, интереснее. А как ты относишься к вот этой, к тому, что материал другой, и он больше тянется? Какой? На драйв. Из-за чего ты сделал, что он тянет? Ну, Какой материал? из-за чего кайт так больше это меняет Dacron. форму, потому что Dacron. из-за того, что он более мягкий. Вот это для тебя плюс или минус? А мне пофигу. Он не тянется. В смысле, что люфт тут этот подходит, Да. я-то его не чувствую. Для меня это мега быстрый кайт. Для меня нету вот этого... Я чувствую, что я чуть дал планк и сразу кайт пошел. У меня нет задержки. У тебя, видимо, прикатка к жесткости. К этой, да? У тебя все там из алулы практически. Человек алула. У тебя золотой должен быть костюм вообще. Сейчас уже носки у Платона из алулы. Да, я видел, да, там на Гурача на кемпе нас были. Да, были, да. Конечно. Ну, люди спросили прям драку. Одни из старой желтой алулы, и Это одни подкаст уже, если что. синие из новой алулы.
А новая синяя будет? А, Это ну, стоит, не знаю, да, черная, какая-то синяя. зеленая, белая. Ну, темная очень, не Вот, золотая. Не, мы видели и белую на соревнованиях, Мгм. и какую-то зеленую болотную. Ну, короче, ладно. Придут кайты, будем тестировать, кстати. Я надеюсь, ты предоставишь материал. Конечно. Чтобы я не покупал, чтобы я тоже что-то и ты покупал, и мы вместе тестировали. Будем. Если все, то Все. спасибо, Дима. Было круто. Поймали. Кирилл. Да, все зафиксировано. И да, Продолжим.